Всем привет, кто заходит. Всем привет, всем привет. Всем привет. Так. Я сейчас здесь кое-что сделаю. Заходите пока, заходите. Всем привет, как у вас дела? Пишите. Пишите, как у вас дела. Сейчас я пока зайду с телефона. Да, все заходит. Все классно, все заходит. Всем привет, кто пришел на эфирчик. Сегодня у нас будут подсказки, как всегда. Кому нужны подсказки, напишите слово подсказка или подсказки. Я пока достану карты из мешочков. Сейчас я зажгу свечку. Добрый вечер, Анна Баирова, здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Сейчас мы зажгем свечку и будем смотреть, как у вас дела. Все, у нас свечка, вот она. Она здесь будет стоять рядышком. Так что настроение у вас должно быть хорошее. Вот. Настраивайтесь на подсказочки. Сейчас будут подсказочки. Я сегодня с кофе. Я, в общем, уснула. Как всегда, меня в субботу, я не знаю, клонит ко сну. Я выпила кофе, прилегла и сразу вырубилась. Мне кофе прям вообще не помогает проснуться. Ну, может, первые там, пока я пью, несколько минут. Вот. Давайте, пишите, кому подсказки, пишите, сейчас будем смотреть. Так. Анна Баирова, вам первая. Кто присоединяется, в общем, ребята, девчата, подписывайтесь, там на колокольчик нажимайте, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Или подсказка, или подсказки. Непростая неделя была, радуюсь, что температура со следующей недели много понизится, не будет такой изнурительной жары. Точно, точно, я прям полностью 100% согласна. Мы тут умираем уже от этой жары тоже. 28 градусов. На этой неделе тоже было ужасно жарко. Хотя бы 20-ка, чтобы была, ждем. Вот. Так, Анна Баирова у меня сначала. Потом Ирина. Давайте Анна Баирова, смотрим подсказку для Анны Баировой. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Такая первая подсказка. Каталина, здравствуйте. Так, тут кое-что не проходит у человека, не может зайти. И музыку не слышно, да, я ведь включила ее, вообще не слышно. Странно. Не слышно, да. Не знаю, что-то тут все зависло. Ничего, наверное, сегодня без музыки тогда будем. Слушайте, хотела музыку сделать. Давай, работай. Заработала. Ой, Мария, Анне, здравствуйте. Ой, громко музыка, да? Не могу поставить. Так, ладно, простите, что я отвлеклась. Давайте смотрим. Будьте решительны, удача вам улыбнется. Это первое для Анны Баировой. Давайте дальше смотреть. Анна Баирова, подсказка. Вы слишком напряжены. Пришло время отдохнуть. Вы слишком напряжены. И сразу мне представилось, да, что вам кто-то делает массаж.
Так, Анна Баирова, подсказка. Смотрим. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Даже не думайте меняться. У вас все супер. Так, Анна Баирова, смотрим. Полный детокс. Выпей смузи, выброси все ненужное. Перестань общаться с этим идиотом. Не знаю, с кем нужно перестать общаться, но вам нужно заняться собой. Кушать правильные вещи, выбросить ненужные. Вот, что-то такое. Пересмотреть свой распорядок, возможно. Анна Баирова, послание из будущего. Смотрим. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Встретитесь с друзьями. Добрый вечер, Елена Авдеева. Спасибо, Анна Баирова. Спасибо вам. Желаю вам классной недели. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Она будет вот на этой колоде. Или подсказки. Тогда будет на всех. Вот. Так что, ой, слушайте, сейчас я... Если нужны будут ответы на вопросы, я не знаю, сейчас не получится, наверное. Получилось. Угу. Если ответы на вопросы, то у нас есть ссылка. Там вопросы за донатики. Вдруг кому интересно, там 250 рублей. Пока что так. Для Ирины смотрим. Для Ирины смотрим подсказки на всех колодах. Настройтесь на удачу. Суперская подсказка. Настройтесь на удачу. То есть ждите, когда к вам уже все это придет, то, что вы хотите. Действуйте и будьте уверены. Смотрите, ну прям вот одна карта прям выскочила сама. Не стоит бояться и сомневаться. Это не приведет к правильному решению. Вам не нужно бояться. Сейчас еще вытащу. Не сомневайтесь. Стоит взглянуть на это под другим углом. Подсказка. Если будете сомневаться, вас может увести не туда. Что-то здесь такое. Для Ирины подсказка. Не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Вот. Делайте, как вы чувствуете. Для Ирины подсказка. Хватит спать, проснись, ты пропускаешь так много всего интересного. Ну, я не знаю, что вы там проспали, что такое. Так, самые любимые подсказки мотивирующие, да. Так, для Ирины послание из будущего смотрим. Эти трудности временные, скоро все наладится, наберись терпения. Видите, скоро все наладится. Вам первая карта самая уже сказала, что все будет хорошо. Неожиданно. Так, спасибо, Ирина. Давайте дальше смотрим, кто у нас. Каталина. Подсказка для Екатерины. Екатерина 20, да? Подсказка. Подсказка для Екатерины. Подсказка для Екатерины. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. О чем вы там подумали, все это можете воплощать. Что вы там задумали, что вы хотите, там, что хотели, не знаю, вот, что там у вас, какой был вопрос. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Тут всем зеленый свет. Ну, пока что так. Подсказки. Для Анны подсказки. Для Анны подсказка. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние, оно у вас есть. Для Анны подсказка. Не стоит делать из себя того, кем вы не являетесь. Будьте собой, пусть даже не идеальный. Это залог успеха. Будьте собой. Сейчас дальше. Для Анет. Существуют только те ограничения, которые вы сами придумали себе. То есть, которые вы придумали себе сами. Только те ограничения. Не придумывайте себе ограничения. Не надо, не стоит. Для Анет подсказка. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Продолжайте
делать то, что вы делаете, и все получится, вам говорят. Так, для Аннет послание из будущего. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй, у тебя все получится. Вот вам нужно действовать, не сомневаться, быть собой. Вот, спасибо, Аннет. Татьяна Барышникова, здравствуйте. Ой, Ирина, спасибо огромное. Алена, удачной, позитивной недели. Вам тоже суперской недели, Ирина. Ставьте лайки, мне будет приятно, очень-очень. Мария, 29, подсказки. Так, для Марии подсказка смотрим. Ой, подсказки хотят прям выпрыгнуть. Так, для Марии, 29, подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Смело воплощайте. Я говорю, тут всем зеленый свет прям. Говорят, иди вперед, действуй. Мария, подсказка. Не стоит затевать новые дела, отложите все на некоторое время. Смотрите-ка, вы, в общем, делайте то, что вы уже задумали, или то, что вы уже начали, но новое, именно прям совсем новое с нуля. Пока подождите недельку. Я знаю, наверное, почему. Да, недельку подожди. Я знаю, почему. Хорошо. Для Марии подсказка. Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью. Вот. Просто кто-то сглупил. Без злого умысла. Бывает. Для Марии подсказка. Выпей бокальчик. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много. Выпей один бокальчик, ну или два. Действуй. Действуй было там. Действуй. Не обязательно вино. Если вы не пьете, можете выпить горячий шоколад, молочный коктейль, кофе вкусное, обалденное, чай, то, что вы любите. Вот. Так, послание из будущего для Марии. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. О ком вы подумали? Позвоните. Знаете, как дела? Скажите, что соскучились. Так, Мария, спасибо вам. Ой, я отправила донат, она пишет. Сейчас посмотрю. Дальше у нас... Сейчас я донат гляну, а потом будет у нас опять чат. Потом опять в чат зайду. Так, сейчас. Все, смотрим. Для Аннет. Так, где колода? Для Аннет, смотрим донат. Его мысли о вас. Его мысли о вас. Что он думает о вас? Ой, смотрите, у него тут очень такие чувства. Он хотел бы вам уделять время, но пока вынужден вас оставлять одну. Да, у него сейчас, он разрывается, знаете, между тем, чтобы быть, вот он хочет к вам, видите, чтобы восстановиться, воссоединиться, наконец-то обнять, поцеловать, хочет приехать. Вот такие мысли у него, мысли, и ему очень тяжело оставлять вас одну. А что он еще, что он думает? Он думает, что недостаточно информации у него, чтобы воплотить то, что он хочет. Что нужно многое изучать, многое... Да, ему надо найти информацию, чтобы получилось то, что он хочет. Он хотел бы быть с вами, хотел бы приехать, вас обнять, да, потому что его не устраивает, что вы одна, свободная, независимая, красивая и привлекательная не только его, он уверен, что вы привлекаете других мужчин.
Вот, поэтому он сейчас думает о какой-то возможности, как было бы, то есть ему не хватает какой-то информации, чтобы воплотить вот эти все желания, задуманные в жизнь, то, что вот переезд, быть вместе, что-то там, это насчет, так, да, чтобы отстоять, чтобы перед всем миром отстоять ваше счастье, вот, так. Почему он не отвечает на ваши сообщения? У него там что-то, смотрите, я так и знала сразу, но вы тоже чувствуете об этом, правильно же, почему он вам не отвечает на ваши сообщения? Потому что видите, что у него происходит? У него на работе что-то произошло резко и неожиданно. Никто не ожидал этого, но это произошло, это надо принять. Что-то такое, что огорчает, что приносит разочарование, как будто старались, какой-то проект не пошел, совершили какую-то ошибку, вот. Что-то не ладится на работе, не получается так, как хотелось бы. Он старается, ждет результатов, да, что будут результаты. Но как будто все как будто оборвалось. Что случилось? Какая-то ситуация произошла. Какая-то новость, какое-то известие, что что-то не получается. Как будто в этом на работе это от какой-то женщины зависит. Что-то вот это произошло, что-то не получается. Испортила проект, испортила что-то. Что-то сломалось, что-то не получилось, что-то разрушилось, что-то крахом полетело, что-то такое, вот знаете, то, что старались и делали вроде, да, и неожиданно как-то никто не ожидал, бац, и все, и не получилось, проект не пошел, там, не знаю, отобрали этот тендер, там, не знаю, не выиграли что-то, что-то поломалось, что-то там произошло на работе такое неожиданное и неприятное. Вот. Поэтому он и не отвечает. Какая-то коллега подвела. Может быть, да, там какая-то женщина. Она у меня уже 2 раза выходила. Какая-то женщина что-то могла напортачить. Женщина выходит. Такая вот она с характером, вредная такая. Ой, о ней даже еще не все известно, какая она на самом деле. У нее там много всякого есть внутри, чего мы не знаем, что окружающие не видят. Какая-то женщина. Так. Ну что он будет делать? Он соберется с мыслями, он соберется, он как бы соберет себя по кусочкам, да. Сейчас он пострадает немножко, подумает, как это, что делать. Ведь возьмет себя в руки и начнет действовать. Напишет вам хорошие слова приятные о любви, о встрече. Так он приедет. Как будто, опять вы смотрите, как будто он не может приехать, как будто обстоятельства его не помогают приехать, ему придется работать, пахать. Может быть, из-за этой ситуации ему придется. Ну, он возьмет себя в руки и все равно будет думать, как встретиться с вами. Напишет вам хорошие слова, и все нормально будет. Только нужно дать ему время, чтобы он понял, как дальше действовать, какое решение принять. Да, и он это разберется с чувствами, и все, и начнет действовать. Удачи за хвост схватит, и все будет нормально. Что хотела бы, каких проявлений от вас? Каких бы проявлений хотела бы? Хотела бы, чтобы вы его поддержали, чтобы вы ему как бы сказали, что у тебя все получится, что в карьере ты добьешься успехов. Видите, в карьере, что вы поддержали его вот в этих делах. Он будет заниматься там командировками, зарабатыванием денег, да, вот этими всякими бумажной волокитой там, да. А вы просто поддержка ему нужна от вас. Ну, тут как бы вот в том, что он делает все правильно, что все получится. Он, конечно, хотел бы встретиться с вами. Он хотел бы, чтобы вы даже к нему приехали, но знает, что это очень тяжело, что это просто, ну просто
невозможно, можно так сказать. Так что поддержка ему нужна. Поддержка в том, что все получится, что он все делает правильно, что он справится со всем. Поддержка нужна ваша. Угу. Я не знаю, делаете вы так или нет. Вот. Но вы можете по видео флиртовать. Флиртуйте с ним по видеосвязи. Чтобы он забылся, чтобы он отвлекся, чтобы вам было весело, я не знаю, что-нибудь такое пошутите, отвлеките его. Вот. Да, вы просто ведите себя как его женщина, которая его поддерживает, которая скажет, что он найдет информацию, что все будет хорошо. Ну, то есть поддержите его. Если нужна какая-то информация, вы тоже можете поискать, если ему помощь нужна, например, в поиске информации или в чем-то, да, то вы скажите, что я буду бороться с тобой, давай, что чем, может быть, я чем-то смогу тебе помочь. То, что мы пройдем это вместе, не расстраивайся, это все пройдет, это все временно. Вот, это нормально. И потом мы идем дальше вместе. Как бы давай, если тебе нужна поддержка, скажи, что надо, да. Вы идете вместе, если там как-то вы можете ему помочь, поэтому вот пофлиртуй, да, отвлеките его. Вы как бы и поддержите, и отвлеките, чтобы он немножко не углублялся в свои вот эти вот мысли. Когда там вот он думает, решает вот эти вопросы, немножко, чтобы он переключился. Вот это ему поможет тоже. Да, и как вот видите, через интернет общайтесь побольше. Хотя вы и так общаетесь достаточно, да? Так, смотрите, сейчас подсказка. Аннет, на ваш вопрос подсказку смотрим. Доставьте себе удовольствие. Что-то приятное себе сделайте. Вот, доставьте себе удовольствие. Вот, спасибо за ваш вопрос, Аннет. Желаю вам удачи, все получится у вас. Так, давайте дальше. Все, донатов больше нету. Теперь смотрим чат. Кто новенький в чате, подписывайтесь. У нас по субботам эфиры, подсказки бесплатные, вопросы у нас платные за донатики. Донат там 250 рублей вопросик. Если хотите, можете пройти по ссылке. А подсказки бесплатные. Просто пишите подсказка или подсказки. Сейчас у нас Елена Авдеева по подсказкам. Елена Авдеева, смотрим вам подсказки. Очередь дошла. Так, Елена Авдеева, подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Прислушивайтесь к интуиции, следите за знаками. Так. Елена Авдеева, смотрим. Сначала закончите старые, а только потом принимайтесь за новые. Что вы там заканчиваете, еще не закончили? Закончите и потом беритесь за новое. Доделайте, в общем, чтобы не висело на вас там, что я не доделала, что это надо сделать. Доделайте и беритесь за новые дела. Так, Елена Авдеева, смотрим. Подсказка. Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Доверьтесь интуиции. Начинайте прислушиваться к интуиции. Больше к ней прислушивайтесь. Ой, чуть не перевернулась, но не перевернулась. Елена Авдеева, смотрим. Ой, ложь, тебе кажется, что это вранье, так и есть. Что вы подумали? Что вы подумали, что это вранье? Так и есть. Где-то есть обман. Для того, чтобы вы сами научились принимать решения, чтобы вы увидели этот обман. Кстати, поэтому вам интуицию, говорят, прокачивать надо. Так, ладно, дальше. Или, может, вы что-то загадали в голове, подумайте. Или думали о чем-то на днях. Для Елены. Подсказка, Елена Авдеева. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Смотрите, вы что-то несете, вы думаете, что это вам нужно. А смотрите, зачем вам такая глыба, такой камень? Вам это не нужно, вы тащите. И вы можете от этого освободиться, вы можете не тащить.
Вы можете распределить какие-то обязанности там между кем-то и кем-то, или... но есть что-то такое, что вам вообще как бы не нужно. Подумайте, что это. Так. Каталина, подсказки. Каталина, не пишите, еще можно посмотреть, просто пишите подсказки. Да, и тогда вот будем так вот. Сейчас посмотрю. Для Каталины. Для Каталины смотрим. Так. Подсказки смотрим. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте себе быть не идеальной. Ага, то есть вы уже и там мы тут смотрели, и тут смотрели, там смотрели. Нажимайте на лайк и, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфир. Так-то эфиры по субботам, но всякое может быть. Так, для Каталины подсказка. Сначала закончите старое, только потом принимайтесь за новое. Я не знаю, я мешала колоду. Тут, видимо, сейчас такое предстоит. Сейчас еще перед новолунием заканчивайте свои старые дела. Сейчас, кстати, самое время. А потом через недельку там будет новолуние, и там уже можно начинать новые дела. Поэтому старайтесь закончить то, что не закончили. Для Каталины смотрим подсказку. Доверьте своей интуиции, она вас не подведет. Слушайте, ну, эта карта была, конечно, но я мешала. Вот обычно те, кто новенькие, им интуицию вот эти карты выпадают. То есть вам нужно обращать внимание на знаки, на интуицию, на то, что происходит вокруг. Каталина, подсказка. Ой, выпей бокальчик. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много, выпей один бокальчик, ну или два. Действуй. Я мешала, здесь только одна карта такая. Все остальные тут другие. Вот, но почему-то выпадает это. Может быть, вы там вдвоем, может быть, вы там пьете чай или кофе. Не знаю, так, смотрим. Каталина, послание из будущего. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Вы что-то делаете, но этого делать не нужно. Подумайте, что это такое может быть. В общем, вам видней. Ой, Светик, здравствуйте. Вопрос в донате. Сейчас посмотрю. Спасибо, что написали. Да, Светик. Сейчас смотрим донатик, тогда потом возвращаемся. Спасибо вам большое, Каталина. Вам тоже спасибо, что пришли на эфирчик. Приходите, подписывайтесь там. И приходите. Каждую субботу эфиры у нас. Так, смотрим для Светика. Как пройдет встреча на следующей неделе. Ага, как у вас встреча пройдет с ним? Ага. Слушайте, встреча пройдет. Эта встреча будет очень значимая для вас. Видите, две карты — это старшие арканы. То есть это что-то очень значимое, судьбоносное. То есть как-то судьба может как-то так повернуться, что-то произойдет такое. Ну, встреча произойдет, произойдет. Вообще она хорошо должна пройти. Да, она пройдет хорошо, встреча. Как она пройдет, как пройдет, видите, на эмоциях, эмоционально, не знаю, положительно или плохо. Эмоции разные могут быть, но встреча пройдет очень эмоционально. Какая-то судьбоносная, слушайте, как будто эта встреча суждено случиться. Ее запланировали, и это должно было быть. Как будто вам по судьбе. Вот то, что сейчас будет, какое-то событие очень важное произойдет. Вот эта встреча очень важна. Вам надо решить, какую судьбу вы хотите. То есть вы хотите, чтобы кто-то управлял вашей судьбой, или вы хотите управлять своей судьбой. То есть определитесь, как вы хотите. То есть тут вы можете делать свое будущее. Сказать, что я так не хочу, я хочу вот так. И все, и будет так. То есть здесь нужно просто действовать. Но эмоции, не знаю, будут положительные или отрицательные. Но эта встреча должна произойти.
То, что там произойдет, это изменит вашу судьбу, потому что это поворотная точка, как будто. Вот. Как будто все поменяется, и вы пойдете своим путем. Знаете, как будто вот на этой встрече, или после этой встречи, или как во время этой встречи, вас направят туда, куда нужно идти, туда, куда вам по судьбе. То есть, если вам вместе по судьбе, то вам вместе, если нет, то нет. Я не знаю, тут что-то такое будет, что-то произойдет, вы поймете. Вас куда-то направят. Именно вот вы, например, неправильно идете, да, или хотите повернуть не туда, вас направят. Вот так вот, тебе туда идти, вот а тебе вот это вот по судьбе. Вот такая, ну все хорошо, поняла, да? Вам нужно знать, куда вы хотите, и вот с чьей-то поддержкой вы даже можете пойти туда, вы хотите, и делать так, как вы хотите. Здесь, если вы захотите, не знаю, сформировать свое будущее, такое, которое вы представляете, вы можете это сделать. Не знаю, что тут у вас произойдет, но это должно произойти. Встреча это должна случиться как-то, я не знаю, состоится ли серьезный разговор, будет ли серьезный разговор. Разговор будет разговор о будущем, о том, что происходит сейчас, что давай будем двигаться, может быть, медленно, но верно, да, или там какая-то стабильность, то есть будет разговор, да, будет разговор о стабильности, о серьезности отношений, то есть как бы переводить ли отношения на серьезный уровень или оставить все как есть. Или строить отношения. Это карта, когда отношения начинают строиться серьезно, но медленно. Медленно, но серьезно. Но зато постоянно мы начинаем встречаться, мы начинаем там вкладываться друг в друга, ходить в кино, кафешки. То есть тут уже постоянно, тут уже не легкий флирт, но стабильные отношения. Задел такой. Будет разговор, да. А в итоге будут ли серьезные отношения или нет, выйдете ли вы на это, зависит от мужчины. Зависит от мужчины. Возможно, он готов для серьезных отношений, но вы поговорите. Готов он или не готов? А он еще не знает. Он еще пока закрывается от серьезных отношений, он думает, что он не готов. Ну, в общем, не знаю, что произойдет на этой встрече, но встреча она будет, и будет серьезный разговор будет, да. Что-то будете решать о будущем, о том, как вы будете встречаться дальше, продолжать, что будет у вас. Как будто вы тут начнете встречаться, на свидания ходить. Полгода точно будете. А потом как-то у вас будет новый период начнется. Да, тут как будто и встречи будут, и новый этап можете начать, серьезные отношения, да, тоже могут начаться. Но сейчас как будто человек еще недостаточно уверен, готов ли он для серьезных отношений. То есть человек стоит перед выбором, вот этот мужчина, и неожиданно он этот выбор сделает. В какую сторону? В сторону, чтобы вы были вместе. Но не знаю. Пока что он как будто не готов. Но при встрече с вами этот выбор, да, он окончательно сделает. Ему надо только встретиться. Встреча произойдет. Судьбоносные перемены какие-то будут, начнутся. Может быть, вы не сможете сначала жить вместе так быстро, как вы хотели бы, например, да? Из-за финансов, может быть, не сможете, может быть, купить дом, да? Я просто не знаю, там, как обстоят дела. Недостаточно информации. Ерор. Недостаточно информации, чтобы дальше спрашивать. Ну, то есть дальше что-то спрашивать. Ну, в общем, так вот у вас.
Да, здесь у вас возможны долгосрочные отношения, но как бы зависит от мужчины. Да, тут как бы мужчина решает, видите? Пока он еще не решил, пока не решил. Вот именно сейчас он еще не решил. Как будет встреча, он решит, он не решил. Сейчас подсказку на ваш вопрос. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Внутренний голос вам подскажет, вы почувствуете. Так что встреча будет, что-то будет такое, не знаю, судьбоносное. Как будто вы должны были с ним встретиться, и вы должны были... Не знаю, зачем он вам? Чтобы вы поняли свои желания, чего вы хотите действительно. Он, кстати, может дать вам ощущение любви и наполненности, да, чтобы научиться флиртовать. И чтобы отстаивать свои границы на работе, кстати, вот это еще для этого у него. Ну, давайте. Спасибо, Светик, за ваш вопрос. Вас тоже благодарю. Так, давайте буду смотреть. Добрый вечер, Зарина, да. Дальше сейчас возвращаюсь в чат, смотреть буду в чате подсказки. Сейчас посмотрю, где я остановилась. Так, вот так, вот так. Татьяна Барышникова. Здравствуйте. Подсказка. Подсказка для Татьяны. Татьяна Барышникова. Так, Татьяна Барышникова. Подсказка. Проявляйте активность, Татьяна. Проявляйте активность. Заявите о себе. И думайте о себе. Не знаю, как там. Заботьтесь о себе. Проявляйте Ксения Воль. Здравствуйте. Так, вопрос у нас за донатики. Это я говорила. Антонина, доброго вечерочка. Так, подсказки на всех колодах. Сейчас, Антонина, ваша очередь. Я в телефоне сижу, потому что у меня на компьютере чат не работает. Я не знаю почему, он как сломался в прошлый раз. И, в общем, так и сломался. Поэтому я в телефоне кручу-верчу. Аннет, я сейчас донат отправлю. Еще хорошо. Так, Антонина. Мы сейчас для Антонины смотрим. Для Антонины подсказка. Делайте добрые дела. Антонина, делайте добрые дела. Можете поставить лайк. И сделайте доброе дело, если хотите. Если хотите, можете не ставить. Можете сделать что-то другое, что сами хотите. Ой, смотрите, карта перевернулась, как бы вот сама. Так, Антонина, смотрим. Риск будет оправдан. Сейчас самое удачное время для рискованных идей и проектов. Слушайте, вот этой подсказки еще не было. Так что точно поставила. Ну вот, ничего себе, Антонина. Спасибо вам большое. Так, для Антонины подсказка. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Все сбудется, самое главное, все сбудется. То есть, может быть, вам хочется все быстрее, но вы продолжайте действовать, продолжайте идти, и все сбудется. Так, Антонина, подсказка. Хватит спать, проснись, ты пропускаешь так много всего интересного. Чего-то вы там много спите. Обычно говорят людям в конце недели: ты устала, отдохни. Вот. А вы, наверное, выспались сегодня, как-то говорят, что-то она много спит. Может, куда-то вас приглашают. Так, смотрим. Так, Антонина, послание из будущего. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас.
Вот. Хотите стать идеальной, пожалуйста. Хотели волосы давно перекрасить? Давайте. Подстричься, давайте. Не работаю на неделе. Понятно. Поэтому говорят, что ты так много-то спишь-то? Столько всего можно натворить, навытворять. Да. Спасибо, Антонина. Хорошей вам недели. Давайте дальше будем смотреть. Так. Сейчас посмотрю донатик и вернусь в чат. Хорошо? Донатик. Да, донатик посмотрим, потом в чат. Благодарю вас тоже, Антонина. Так, для Аннет. Донат смотрю. А так вот эта женщина, она с ним работает или как-то нет, что-то непонятно. Так, что у него в работе, да? Почему не может решить свои задачи? Ну, у него все это происходит на работе, да? Кто-то что-то ему делает. Так, мужчина. Мужчина, сам не это кто-то. Ну, выходит, что, видите, мужчина в сомнениях, в раздумьях, и ему тяжело. Не выходит, что кто-то пока что не отвечает. Это понятно, что ему тяжело, что на него навалено максимально много. Ну, он это все вытянет, все нормально. Ну, что же делать, он мужчина. Так. Ему нужна помощь. Видите, он сделать сам, я спросила, может ли он все это сделать сам, он сделать сам не может. Как будто здесь зависит не только от него. Видите, руки связаны, и он не может, как бы, ну, он может что-то сделать сам, да, но ему нужна помощь. И прям карта помощи рядом выпадает, видите. Ему нужна помощь, чтобы ему помогли, потому что ему очень тяжело. И не все в его власти, то есть не все он может сделать сам. Хотя хотел бы, он готов все делать сам, но вот не все. Так. Слушайте, ну если ему кто-то мешает, тут прям, смотрите, вышла карта, ему кто-то мешает. Здесь может женщина быть, которая ему может мешать, которая не хочет, чтобы у него что-то получилось. Здесь может быть женщина. А ему кто-то помогает, но шанс появится человек, да, если даже сейчас нет, то появится возможность разрулить это все. Нет, какая-то женщина на работе, как будто это связано с работой. Видите, какая-то женщина в команде, на работе. Такая, знаете, не очень-то. Разрушает все, чтобы не было стабильности, чтобы не было покоя. Сейчас она тут все на эмоциях, да. В общем, какая-то женщина есть на работе, или что-то связано с работой, она мутит по работе. Ему лучше не пить, если ему предлагают пить. Если ему предлагает женщина выпить, то не стоит. Потому что здесь какая-то, знаете, какая-то вот эта вот женщина мутит, и оно что-то связанное с кубками. Видите, тут вот кубки по работе, на работе, если где-то какие-то корпоративы. В случае не выпивать, потому что здесь от женщины идет какой-то обман. Она может использовать, она может обманывать, она может не говорить правду. Что-то какая-то такая вот. То есть ему не нужно доверять какой-то женщине. И пусть не пьет с ней. Склонность к алкоголю есть, вот пусть не пьет. Если ему предлагает тем более женщина, пусть не пьет. Может ли она передать через мужчину? Блин, ну видите, тут какое, смотрите, кубки, разочарование, и вот этот вот, ему нельзя пить с женщиной. Ну, а знаете, что этой женщине от него надо? Семейных отношений стабильных. Она хочет его приворожить, или я не знаю, что сделать, но чтобы, видите, в общем, она хочет от него 10 монет.
Стабильные семейные отношения, семья, там, не знаю, дом, семья, дети. Короче, пусть не пьет, если женщина дает или предлагает, пусть не пьет, пусть скажет, не знаю, что угодно скажет, неважно. Скажет, что я не пью, мне сейчас нельзя. Вот. Так, это... Нет, это не вы. Может, это у вас идет информация. Это не вы, нет, это не вы. Десятка аж вышел, ты что? Нет, это не вы, это кто-то другой. Это вот как раз-таки тот, из-за кого все подвисает, из-за кого не движется. Видите, из-за кого не движется. Знаете, смотрите, чтобы не произошло какой-то фигни с этой женщиной, да, какие-то неприятности, будет шанс, какое-то предложение пойти куда-то, что-то отметить, да, погулять, смотрите, то есть у него будет шанс отказаться от нее, вот от этой вот ситуации, видите, им просто не нужно идти. Ему не нужно идти на гулянку, на корпоратив, на день рождения, не знаю, не нужно ему идти. Тогда лучше пусть скажет, я плохо себя чувствую, мне надо таблетки выпить, мне надо там то-то, то-то. То есть не знаю, если что угодно пусть придумает, но если будет предложение куда-то пойти погулять, выпить, где особенно алкоголь, ему не нужно идти. Ему нужно сразу отказаться. Вот. Аккуратнее, да, ему надо. Тут прям явно показано, что ему не нужно ходить. То есть, видите, шанс, вот этот вот, если он им воспользуется, который шанс того, что не попасться к ним на удочку, то ему просто не надо ходить. Видите, вот на эти гулянки ему ходить не надо, отказываться сразу. Там, где выпивка, алкоголь, где расслабляются, гуляют, общаются. Обмануть или на деньги подставить? Тут как будто хочет не то, что обмануть или на деньги поставить. Тут хочет, чтобы... Я не знаю, как сказать. Хочет... В общем, забеременеть и выйти за него замуж. Перспективный мужик, чё бы нет. Вот, как бы. Ну вот. Вот так вот показывает. Показывает детей. Что она от него хочет? Детей хочет. Девочку и мальчика или девочку. Детей хочет. Нет, вы не сможете защиту поставить. Смотрите, вы как бы... Вы ничего сделать не можете. Но вы можете как-то все равно как-то все как же вы можете помочь? Все равно тут как бы получается защиту поставить не можете, но помочь вы можете. Вам бы классно было бы вообще туда приехать. Вот было бы круто, если вы могли приехать. Если вы могли приехать. Да просто, может быть, он кому-то понравился на работе. Просто человек подумал, что классно было бы, если бы у нас были дети, то, что он красивый, симпатичный, там, да, вместе выпить, может быть, что-то как-то получилось бы, да, то есть, как бы вот такая информация. Но это может же думать любой человек, просто человек понравился, просто ему не надо ходить, чтобы не дать человеку надежду, чтобы, ну, продолжения не было, чтобы человек не думал о нем, чтобы человек понял, просто когда один нравится другому, да, когда человек влюблен, женщина, например, да, она еще пока не понимает, есть ли у него кто-то, серьезно ли он настроен к вам там или да. Вот, но когда он даст понять ей, что у него серьезные отношения, и он не намерен ходить по вот этим вот развлечениям, да, потому что у него нет на это времени, у него он покажет просто свой вот этот мужской внутренний стержень, и все, этого может быть достаточно, тут как бы ничего такого нету. Просто говорится об этом. Вот, чтобы дальше воду не мутить, чтобы она ничего не надумывала себе. Вот. А то ж некоторые просто вот понравился и все, да. Поэтому тут, может быть, ничего такого-то и нету. Вот. Но просто человек может попробовать отношения, захочет попробовать пообщаться и поймет, что человек не свободен, что у него серьезные отношения и планы там с другим человеком, да, то, что он не будет пить там с женщиной, потому что это значит, что ну, он может дать какие-то надежды, да, то есть она поймет, он с ней, ну, как бы вот так вот пообщается, она поймет, и все будет нормально.
Потому что человек не знает же об этом. И если ей не сказать, она и не поймет, понимаете? Так же и будет придумать себе в голове, что ой, как было бы классно, да, а на самом деле вот, он не свободен. Поэтому как бы все тут как бы вот так вот решается. Вот. Но она может мутить вот это вот, чтобы обратили на нее внимание. Понимаете, когда человек еще толком не знает, даже может в коллектив прийти мужчина без кольца, а на самом деле он женатый, да? Представьте, вот. И начну сразу думать, ой, он там классный пришел, новенький, видела там, да, классный, да. А оказывается, он женат, то есть вы будете думать, что, про него что-то узнавать, да, а потом, когда поймете, что он не свободен, то как бы это все успокоится. Просто так вот. Пусть кольцо надевает, носит даже, если... У меня такое было, чтобы ко мне там со мной не знакомились, потому что мне это не нравилось, да. Я не намерена была серьезные отношения с кем-то. Я была свободна, но все равно. Вот, и я одевала кольцо на палец, хотя я была не замужем, я одевала любое кольцо, даже с камушком, я его переворачивала вниз, здесь было как будто кольцо, а там камушек. И когда я общалась там вот с мужским коллективом, то как бы они держали дистанцию. Мне это очень как бы нормально все. Поэтому вот такая ситуация вот может быть. Но это можно решить, все нормально. Кому понравился. Он тоже, кстати, думает о вас, что вы многим нравитесь. И он очень переживает, что он вас оставляет одну. Он думает все мысли только о вас, так что не переживайте. Вот, так что не накручивайте сильно. Так, подсказка для Анет. Вот смотрите, какая подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Видите, тут как бы не вы тут, ну, как бы решаете, а там ситуация такая. Ему просто надо показать, что он не свободен. Ну, и нормально, просто человек может не знать об этом. Потому что мужчина и женщина обращают внимание на кольца на пальцах. То есть, если есть кольцо, то совсем другое отношение. Ты будешь держаться на расстоянии. Если нету, то начинается флирт, начинается там... А что ты к нам не заходишь в отдел? А как у вас там дела? С добрым утром, там, ну что, какая-то такая ерунда. Так что это нормально все. Вот. Ревнует безумно, проверки устраивает. Да, это вот у него есть повод для ревности, как бы, потому что вы тут одна, она составляет красивую такую. Но вам надо быстрее воссоединяться, потому что у вас совместное будущее должно быть. Уже как бы оно, как будто оно уже сейчас есть. Но вам надо вот вместе, как вы хотите сделать это, жить уже вместе, переехать туда, куда вы хотите вместе. Ну и эти ситуации, чтобы вам не было скучно, чтобы ревновали друг друга. Непонятно, почему так долго решают дела. А потому что там что-то не ладится в работе, не ладится в коллективе. Да, опять разрушение. Опять, смотрите, я еще раз достала, опять что-то разрушилось. Вот то, что должно было хорошо работать как часы, что-то, в общем, и не зависит от него. Эта ситуация не зависит от него. Как будто там задействованы еще другие люди. И что-то пошло не так. Я просто не знаю, что именно он в работе делал, какие у него проекты были, чтобы именно посмотреть, что конкретно, какой проект не пошел, кто там участвовал в этом проекте, кто виноват. То есть тут как бы... И, возможно, из-за того, что что-то не получается, он не может пока что вам сообщить информацию, которая его не устраивает. Может быть, вот он хотел приехать, да, но там какая-то ситуация, а вот сейчас происходит, что он не может, например, приехать, но он ищет возможность. То есть он не хочет вам пока ничего говорить, он ищет возможность это все решить. Да, это все сработает, блин, все супер, то, что в работе, он будет стараться. То есть, когда такое происходит, у меня тоже такое бывает, то, что, знаете, когда вот вы, например, когда у вас какие-то трудности, вам не хочется общаться, звонить, там, рассказывать, зачем?
Вам хочется пообщаться, позвонить, когда у вас там все хорошо, когда есть о чем рассказать. Ты же не будешь рассказывать о своих трудностях кому-то. Зачем? Тебе и так-то тяжело. Ты когда рассказываешь кому-то, тебе еще тяжелее становится. Потому что ты понимаешь, что это же есть. Это же надо что-то делать. Вот, а так ты разрулишь сам, и потом, ну, как бы, не стоит, чтобы другой человек еще переживал из-за твоих там каких-то вещей, которые ты можешь решить. Просто какое-то время ты можешь об этом не говорить, он может вам потом сказать, когда у него немножко пройдет, успокоится внутри. Так что так. Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Давайте посмотрим. Будем чат смотреть по подсказкам. Хорошо? Сейчас посмотрим. Где остановилась? Татьяна Барышникова, я вам смотрела или нет? Смотрим Татьяне Барышниковой. Я не помню. Подсказка для Татьяны. Так, смотрим. Ой. Так, тут, в общем, две подсказки. Одна упала. Татьяна, ищите помощь на стороне. И вторая, устройте себе отдых. Две подсказки выпало. Прям я не знаю, к вам карты летят. Тут, наверное, что-то вам надо. Устройте себе отдых, да, и помощь на стороне. Надо, чтобы кто-то вам помог. Да, и вот еще вам избавляйтесь от мрачных мыслей. Что-то у вас там тяжеленькое такое. Татьяна Барышникова, избавляйтесь от мрачных мыслей. Вам нужно наладить гармонизацию. Успокоиться, наполниться, вдохновение где-то найти. Ваше хобби. Вспомните, что вам раньше нравилось делать. То, что вас увлекает. Приносит удовольствие, радость. Наполняет. Я уже вам давала подсказки, да? Потому что потом Антонина. Ну ладно, еще раз дала. Так, Лера. Валерия. Валерия, если нужна подсказка, напишите подсказка. Вы можете в голове держать свой вопрос и потом переложите на, как подсказку. Зарина, подсказка. Для Зарины подсказка. Смотрим для Зарины. Не старайтесь угодить всем. Не старайтесь угодить всем. И не стоит этого делать. И вы знаете об этом. Так что так, спасибо, Зарина. Юлия Котик. Подсказка. Диана Скорпион, сложные отношения. Подсказка на всех колодах. Хорошо. Донат не прошел, думаю, банк отдыхает на выходных. Банк вообще что хочет, то и делает. Кто его знает. Что ему надо, да? Так, Юлия Котик, подсказка. Подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Измените свой взгляд на жизнь. Иногда, кстати, можно это делать периодически. Ситуация меняется, но стабильность все равно должна быть. Так, для Юлии Котик подсказка. Если вас что-то расстраивает, попробуйте найти плюсы в данной ситуации. Их гораздо больше, чем минусов. Ничего себе вам сказали тут. Сказали вам, плюсы говорят больше, чем минусов. Ищите. Что ж, каких-то плюсов больше. Так, Юлия Котик. Если не сейчас, то когда? Не медлите. Что вы такое хотите? Смотрите. То, что не медлите, вам говорят. Делайте все здесь и сейчас. Если не сейчас, то когда? О чем вы думаете? Что вы там хотели решить? Юлия Котик, подсказка. Будь осторожна, твое сердце может быть разбито. Будьте осторожны.
Ай-ай-ай. Сама перевернулась, кстати. Юлия Котик. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, уделим время. Ваши друзья соскучились по вам. Сейчас еще одну достану. Это перевернулась, а сейчас достану я. Так, Юлия Котик, подсказка. Оставьте это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Двигайся дальше. И встретитесь с друзьями, куда-нибудь сходите. Вы еще не уходите? Нет, пока не ухожу. Сейчас буду делать послание из будущего, будет общий расклад. Может, с вами делаем? Отправила еще донатик, сейчас посмотрим. Послание из будущего будет 10 позиций, общий расклад. Лучше обязательно сделать. Так, сейчас отправила для Анет. Посмотрим донатик. Сейчас посмотрим. А мне кажется, он не понимает, как он реагирует, когда кто-то к нему клеится. Мне кажется, он не понимает, потому что, мне кажется, он просто, знаете, бывает так, что вот не то, что вот когда вы общаетесь с другими людьми, вы можете просто открыто, добродушно общаться, да, как с друзьями, как с хорошими коллегами, да, а человек может воспринимать это как вау. А я ему нравлюсь. Ну, то есть, бывает такое, бывает люди неправильно могут воспринимать, а он и не поймет, что это произошло. То я как бы со всеми так общаюсь хорошо. Но мне кажется, я сейчас посмотрю. Как он реагирует, когда кто-то к нему клеится, он говорит, что стоп, хватит. Когда он понимает, да, что это и так и есть, он прекращает на корню, то есть он говорит все в открытую. То есть между нами ничего не может быть. Я не свободен. Все, прекращай это все. Ты хочешь меня пригласить на свидание? Нет, я не свободен. Он сразу говорит, как есть, да. Я думала, что он не понимает, он понимает. Когда он, может быть, женщина любит додумывать, да. Видите, он сразу по вот этой вот справедливости, он говорит как есть. Он никогда не обманет, никогда не будет давать надежду, никогда не будет говорить там что-то такое неправда. Он скажет как есть, он скажет так. Если ты там хочешь это свидание, это там еще что-то, он сразу скажет, нет, я не свободен, даже не думая обо мне в этом смысле, да, как бы, или там что-то. Он сразу пресекает это, это все нормально. Никак себя, молодец, да. Угу. Еще намерение на отношения. Его намерение на отношения. Он готов бороться. Он готов бороться, добиваться, отстаивать там все, вот, чтобы... Да. Как будто он тут вкладывается, он ждет помощи. Тут что-то много так всего происходит. Так, но если прогноз его намерения, то в намерениях он готов бороться со всеми конкурентами, которые у него могут быть, потому что вы симпатичная, красивая, перспективная. Он готов вкладываться в отношения столько же, сколько и вы вкладываетесь. Он не будет там сочковать, не знаю, как-то вот он будет вкладываться по полной, стараться выкладываться. И да, вот и если какие-то мероприятия, он вроде как бы тут не собирается-то идти. Он будет что ждать?
Он ждет какого-то прорыва, да, он ждет, знаете, как будто ему вот эти гулянки, какие-то приглашения, да, вот эти вот вечеринки, ему вообще никуда ничего не нужны. Ему лучше дома отдохнуть, подумать. Он вот так вот себя ведет и думает так. И он ждет какого-то прорыва. Он, может быть, куда-то вложился, может быть, какой-то проект, может быть, что-то они там делают такое. Ему нужен прорыв, ему нужно, чтобы все получилось. И здесь как будто он получает прибыль, деньги, вот это вот, что-то такое вот. Как будто все должно получиться, все получится. Получится тут с вами все. С вами у него все получится. И тут и девочка как бы будет, и все получится. Чего ему не хватает? Видите, ему очень плохо, что он в одиночестве. Ему вас не хватает здесь. Что-то уже куда-то ушло в другую сторону. В чувствах, смотрите, он хочет приехать, но пока обстоятельства не позволяют ему это сделать. Видите? В чувствах у него страсть. Очень много хотел бы вам сказать, очень много хотел бы вам сказать. Хотел бы сказать, что хочет быть с вами, хочет официально быть вашим мужем. Очень много слов хотел бы вам сказать, да. Хотел бы очень много времени с вами приводить. Ему очень не нравится, что он не может быть. Ну тут все, тут и вместе, и не вместе, и вместе, и не вместе. Тут как будто и вместе, и преграды. Видите, что вы не можете быть. В чувствах страсть у него есть. Страсть, любовь. Есть страх вас потерять. Мысли о будущем, что вы именно та самая императрица, то есть та, к которой он готов прислушиваться. И еще раз вытащил, как он реагирует, когда кто-то к нему клеится. Он как бы считывает информацию и сразу закрывается. Сразу там стена так между тем человеком, кто хочет к нему там что-то. Он уже как будто знает, как реагировать. Или то есть даже как не реагировать, да, что сказать, что сделать. Вот. Готов ли он к разговору по душам с вами? Готов. Готов, да. Можете ему позвонить. Я тоже так, ты тоже так делаете, да, когда к вам подкатывают, закрывайте, ставлю границы, да. Да, он готов к разговору, он вообще готов вас выслушать в любое время. В любое время всегда он готов вас выслушать. Ну, конечно, он немножко накрученный, взвинченный. Он не хочет вам передавать свое беспокойство. Да, он какую-то информацию хочет сохранить, он не хочет на вас перекладывать. Вы можете ему написать. Вы можете ему написать, что хотите видеозвонок, не обязательно сегодня, так когда. Завтра или послезавтра. Завтра можете устроить ему видеозвонок обольстительный. Не знаю, почему завтра показывает, потому что, видимо, он сегодня еще весь в своих мыслях. Вот. Но поговорить вы можете когда угодно, потому что он как бы всегда готов. Он всегда готов вас выслушать, всегда. Ну, вы его, знаете, вы его видите, соблазнительница такая для него.
Боится вас потерять. Хочет сохранить ваши отношения. Хотел бы вам многое сказать. Ну тут опять про это. Хотел бы вам многое сказать, да. О том, какое будущее он хотел бы. Хотел бы быстрее, чтобы это будущее к вам пришло. Хотел бы, чтобы не нужно было выбирать. Не нужно было выбирать, приехать когда, да, вот, чтобы вот быть вместе. Вот это. Хотел бы, чтобы это закончилось. Чтобы вы уже не были по отдельности. Да, чтобы новый этап начался, когда вы вместе. Ну, переезд это точно, да. Вы можете когда угодно звонить, когда угодно, как бы он у вас вообще когда угодно. Что-то еще там. Все вроде посмотрели. Для Анны подсказка. Вкладывайте деньги в мечту. Вкладывайте деньги в мечту. Второй вопросик. Ну, а про чувства я же посмотрела, там страсть. Сейчас, карта. Вот он. Страсть, страсть, страсть и тяга к вам, страсть. Страсть, да еще и по дьяволу тянет. Там у нас был жезл, а тут дьявол. Там тоже дьявол выпадал. Те же самые карты выпадают. И бесконечная любовь, которая его наполняет. Вот эта вот ваша любовь. Ну, вот он к вам испытывает огромнейшую любовь, которая его наполняет. И страсть очень большая. Ждет, когда же это все закончится, ожидание. Когда вот так вот мечом все обрубится, ожидание. Хватит ждать, хватит там проявлять гибкость и общаться с другими людьми, находить к ним подход, там, хватит быть уже на расстоянии, надо же идти к своей мечте. Да, когда уже вот эти переезд, быть вместе. Тут вот это вот у него в голове. Да, опять же он хочет, чтобы в работе быстрее движение пошло, быстрее развитие пошло. Да, и очень хочет к вам. К вам хочет приехать, привезти подарочек, быть вместе, быть семьей. Здесь так. Стабильный мужчина. Любит, значит любит. Все. Моя, значит моя, да? Хороший. Вот она, это так. Вас тоже благодарю. Оплатила, да, Антонина, хорошо. Юлия Котик, в прошлый раз карта ответила, перспектива очень хорошая. Ну, может быть, хорошая, я же не знаю. Это надо делать, это надо картами смотреть. Может быть, они и хорошие, но вам нужно от чего-то избавиться, независимо от этих отношений. Может быть, от каких-то в голове представлений там, да, или просто, то есть, ну, это надо смотреть. Подсказка — это подсказка. Так, кому нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка, и будет вот на такой колоде подсказка, да. Сейчас мы смотрим донатик для Антонины. Что вы не видите в данный момент? Что вы не видите, вам надо увидеть. Слушайте, вы не видите, что какой-то вот среди конкуренции кто-то вас хочет обмануть, обойти, что-то там вам может ложную информацию дать. Это в чем? В работе? Да, слушайте, смотрите, прям сразу выпала работа. Добрый вечер, Ирина, Андрей, добрый вечер. Смотрите, Антонина, видите, что-то в работе, что это за эмоции такие?
Как будто на работе, знаете, какая-то информация может прийти к вам по работе, нужная, важная, потому что с ней вы сможете сделать больше, вы сможете добиться каких-то своих результатов. И начнется какой-то новый этап в вашей жизни. То ли предложение по работе вы можете получить, то ли что. Но здесь как будто по работе у вас есть большая конкуренция. И кто-то, может быть, может сказать вам ложную информацию. Поэтому обращайте внимание на все. Проверяйте информацию, которую вам говорят люди. Может быть, вы ищете работу, может быть, вы хотели бы. Будет какое-то предложение по работе. Я даже не знаю, сейчас вы на работе. На работе начальник может предложить. Нет, это не начальник. Слушайте, это не начальник, это не с начальником связано. В общем, какая-то информация будет у вас в рабочей сфере. Поэтому слушайте, может быть, где-то кто-то предложит. Может, от кого-то услышите предложение. Может, от коллег поступит предложение, от кого-то. Как будто вы будете стоять перед выбором, вам информация придет. Уже предлагает, но вы сомневаетесь, да? Вот. Тогда это надо смотреть. Тогда надо смотреть эту работу. Или ту, которая у вас есть. Ой, смотрите, если вы останетесь на той работе, которая у вас есть, здесь у вас стабильность, здесь вы уже знаете, как будто у вас уже доход есть определенный. И возможности на этой работе, на которой вы сейчас есть, возможности есть у вас, чтобы расти. Тут императрица на этой работе. Благосостояние, достаток, должно быть уютненько у вас. Как будто вы уже знаете все, что вы делаете на своем месте. Стабильность, да, ну вот так и показывает. Как будто тут можно работать, зарабатывать, и тут как бы ничто не пошатнет, все нормально. А если новая работа? Новая работа. Может, вам говорят, как бы не смотри на новую работу здесь, потому что совсем другое, там нет стабильности. Показано, что вы думаете. Ну вот, может быть, вы не видите то, что это информация. Так. Что так показала-то? Нет, это касается, знаете, вот то, что вам предлагает другая женщина по работе, туда не нужно идти. Там что-то сомнительное будет, там вы всю информацию о той работе не знаете, она вам что-то не договаривает, там вы можете больше потерять. Но на этой работе вам предложит не начальник как будто, а, не знаю, как будто какая-то возможность появится, удача на вашей стороне. Ну, не знаю, колесо судьбы, понимаете, тут как будто что-то повернется так, что в вашу пользу. На этой работе что-то будет у вас. Не на новой, новой нет. На новой там что-то не договаривают вам. Там нехорошие карты. Ну, не начальник. А кто же вам туда предложит, если не начальник? Над начальником шеф? Нет. Не знаю, кто предложит. Как будто ситуация так повернется. Как будто что-то... То ли кто-то уйдет, то ли что-то закончится. Как будто вот вы ждали что-то, и что-то произойдет. Может, человек просто уволится, его куда-то... Я не знаю, может, заболеет, может быть... Нет. Может быть, расширение отдела, расширение чего-то там, знаете, может быть, какой-то новый отдел придумают или будут расширяться. Что-то такое вот, и вам могут предложить. Ну почему-то не начальник, так кто-то, я не знаю. Тут еще ситуация не поменялась на вашей работе, на основной. С ней связанная. А то, что вы не видите, вам нужно видеть, это как раз таки то, что вам предлагают, вам не нужно туда идти. Там что-то нехорошее. А вы этого не видите, потому что вы не знаете. У вас нет полной информации, вы не можете
Поэтому вот правильный выбор сделать. Там вам, может быть, и говорят что-то все хорошо, но на самом деле там не так. Думаю, что вы как маленькая поверите, да? А вы опытная, вы не станете прислушиваться. Вот, так что вам нужно увидеть, что вам не нужно, у вас на этой работе какие-то перспективы хорошие будут. Нехватка кадров. Что-то не то, да, вы правильно чувствуете, лучше на этой работе оставаться. Здесь что-то изменится, что-то поменяется. Может, новый руководитель приедет, кстати. Не этот руководитель вам предложит, а другой. То есть, смотрите, может приехать издалека, или, я не знаю, филиал может новый открывать, или новое предложение, какой-то новый человек. Тут как бы будет развитие, будет движение, но как будто почему-то не этот руководитель, не ваш, который сейчас. Да, что вы еще не видите на данный момент, я опять спрашиваю, опять то же самое показывает. Смотрите, вам нужно держаться подальше от каких-то изменений, не нужно ничего менять, не меняйте. То есть, видите, тут какие-то изменения хотят вам, давай это вот бросай, давай вот это все в прошлом оставим, в новое пойдем. Вы такая, не-не-не, не-не-не, никуда я не пойду, идите нафиг со своими изменениями. Я привыкла, я вот так и будет. Да. Просто отдыхайте больше, вот, заботьтесь о своем здоровье. Не надо слушать. Тут как будто этот период сам придет. Это как будто время придет, и вот возможность появится. Слушайте, заканчиваются какие-то разрушительные моменты. Я не знаю, может быть, у вас, кстати, начальник, может быть, он уйдет или его уволят. Вот, хотя не должно быть такое. Как будто влияние какого-то человека на вас закончится. Смотрите, вот влиял какой-то, может быть, на вас мужчина, его влияние закончится на вас по башне, заканчивается. Или, может, кто-то уходит. Да, как будто резкие изменения начнутся. Вот. Как-то вот так вот. Дайте изменения вам по судьбе. Знаете, что вам нужно делать? Вам нужно просто, когда придут изменения, просто общайтесь, принимайте, берите, идите, бегите, там делайте. То есть активную позицию занимайте, принимайте то, что вам предложат. Потому что здесь что-то вот хорошее, что-то вам по судьбе опять выпадает. Это движение как-то поет. Вы поймете, движение пойдет вперед, быстрое движение. Видите, наполнение, это финансы могут быть, прибавление в финансах, и эмоционально вам понравится. Да, какая-то информация. Вряд ли он идет. Но не знаю что. Но если у вас может как будто смениться. Может быть, он будет управлять, но другой придет, типа зам или еще что-то, я не знаю. Что-то поменяется, может, фирма, ну не знаю. Но, в общем, что-то поменяется, как будто... Что-то изменения какие-то все равно будут. В общем, информация какая-то к вам придет. Эта новость придет к вам как информация. Кто-то что-то скажет, вы услышите, узнаете, или даже мужчина может вам сказать. Вот. Не знаю. Точно не знаю. Насчет него, что тут происходит. Может, предложение какое-то ему поступит. Давай мы там что-то там замутим, он скажет, давай. И еще что-то будут открывать. Типа, видите, как будто тут поездка, переезд, кто-то может приехать, кто-то новое что-то открыть, новое расширение может пойти. В общем, не знаю, что там. Что-то может произойти, но это хорошее. Это как бы в развитии.
чтобы двигаться вперед, расширяться. Вас тоже благодарю, Антонина. Сейчас посмотрим подсказку вам на ваш вопрос. Не старайтесь угодить всем. Такая подсказка. Вот. Посмотрим, да. Подсказки на всех. Хорошо. Для Ирины смотрим. Ирина, пожалуйста, подсказки, если можно, на всех. Можно. Для Ирины смотрим. Подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Я могу подсказать, что хорошее. Можете лайк поставить. Это уже будет супер. Или на свое усмотрение, конечно, как вы хотите. Так, для Ирины. Для Ирины подсказка. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Что бы вы хотели больше всего? Сделайте это. Так, для Ирины подсказка. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Восстанавливайтесь. Бассейн, фитнес, не знаю, природа. Для Ирины подсказка. Ой, смотрите, ты не в лучшей форме. Ты горячая штучка, это факт. Приведи себя в порядок, пусть все увидят, какая ты на самом деле. То есть все-таки фитнес и бассейн вам как раз таки нужен. Может быть, вы хотели купить абонемент в зал какой-то, да? То есть вам говорят, давай, пора. Или может домой что-то такое, чтобы заниматься. Для Ирины подсказка. То есть из будущего уже послание. Смотрите, какой мне так нравится чупчик у него. Смотрите, пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Пересмотрите свой распорядок дня. Меньше времени на киношки, больше времени на зарядку, да, или что-то там, что вам нужно. Вот, спасибо, Ирина. Давайте теперь смотрим 10 посланий из будущего. Это общий у нас расклад. Давайте сейчас я напишу, будет 10 посланий из будущего. У нас на каждом эфирчике общие расклады. Сейчас я напишу 10 посланий из будущего. Вы можете загадать все 100%, Ирина, классно. Я рада. Смотрите, у нас сейчас будет 10 посланий. Вы можете загадать циферку от единички до 10. Можете загадать одну цифру, можете 2 цифры загадать, и вам будет 2 послания. Это тоже может, как вы чувствуете, так и загадывайте. Вот, смотрите, здесь у нас на донышке какое послание. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Так, благодарю, Ален. Ой, Ирина, вас тоже благодарю. Давайте будем смотреть 10 посланий. Загадывайте. Я тоже загадаю. Я раньше не загадывала, теперь с вами стала загадывать циферку. Смотрим послание. Единички. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите, оказывается, все будет возможно. Главное, не думайте, что это нельзя, все можно. Двоечки. Ой, двоечки, не сдавайся, доведи начатое до конца. Совсем чуть-чуть осталось, доведите до конца то, что начали. Все получится. Троечки. Пора встретиться с друзьями, вы давно не виделись, удели им время. Встречайтесь с друзьями. Тройки, четверочки. Четверки. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Четверки для вас было так. Пятерки. Пятерки. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Пятерочки. Отдыхайте. Высыпайтесь. Шестерки. Ой, тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Семерки. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Золотая рыбка тут вам. Восьмерки.
Этот человек не враг тебе, дай ему возможность доказать это. Возможно, в вашем окружении, кстати, новый человек, и вы еще ему не доверяете. 9. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. 10. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. То есть продолжайте действовать, не переживайте, все будет, но чуть-чуточку попозже. В свое время. Когда, может быть, вы будете готовы или как-то обстоятельства сложатся так, чтобы дать вам то, что вы хотите. Вот. Так, 10 посланий из будущего посмотрели. Теперь давайте общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Будет 3 позиции, выбирайте. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Первая позиция. Так, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Общаться с людьми, с родственниками. Возможно, знаете, придет старый друг, вы встретите случайно старого друга, которого давно не видели, кстати. Здесь много общения, здесь делайте любимое дело, которое вы хотите. Вообще не сомневайтесь, общайтесь с людьми. Здесь много общения, и как будто вы идете по своему пути, как будто вас направят именно туда, куда нужно. Здесь просто идите и делайте, принимайте то, что происходит вокруг. Потому что если что-то вокруг происходит, это для чего-то. Проанализируйте, зачем вам этот человек пришел, да? Почему это произошло, что из этой ситуации нужно понять. То есть все будет с умыслом каким-то, чтобы вас научить, показать, направить туда, куда вам нужно. Туда, где будет правильно вам идти. Ну, вот. Здесь так вот. Что вам не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Вам не нужно сомневаться, вам не нужно тянуть, оттягивать, вам не нужно не договаривать. То есть вот такое все. Тягучее, плавучее, непонятно что, вот это не нужно. Не сомневайтесь, ни в коем случае не сомневайтесь. Вот. И не пытайтесь сидеть на 2 стульях. Выберите что-то одно. Ой, отправила, оплатила, Анет, Ольга. Сейчас мы посмотрим еще. 2 позиции осталось. Что делать, чтобы неделя была хорошая? 2 позиция. Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, во-первых, поймите, что то, о чем вы думаете, это только в вашей голове, в ваших мыслях. То есть вы можете все, но вы ограничиваете себя вот своими мыслями. Думаете, это невозможно, все зависит не только от меня. То есть я не смогу это сделать. То есть не ограничивайте себя. У вас все здесь просто не нужно думать о плохом, не нужно думать, что вы не сможете. Вот, что нужно делать, это нужно доверять себе и не слушать негативные мысли. Это вам не поможет. Вот много мыслей в голове, и вот сомнения, они не нужны. Вот это не нужно. Не сомневайтесь. И, знаете, и не думайте, что все решится само собой. Не фантазируйте, не придумывайте, не обманывайте себя, что вот, все само собой, прилетит волшебник в голубом вертолете, все порешает, все мои задачи. Нет. Нужно решать самому, это все в голове у вас, так что вы можете все разрулить самостоятельно. То есть не бойтесь, не нужно бояться. Все можно решить. Так, 3 позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно стелить соломку. Если вы там что-то делаете на работе, сохраняйте, копируйте. Смотрите, чтобы ничего не удалилось. Смотрите, чтобы все документы были прям, я не знаю, все четко должно быть. То есть здесь это опыт на ваших ошибках, да, вот тут вот у вас есть какой-то опыт, вы знаете, что в какой-то ситуации, если вы это не сделаете, то вам может прилететь, поэтому не делайте этого, то есть не доверяйте, если вы чувствуете, что там что-то не так, да, вот, держите дистанцию, если вы считаете, что человек ненадежный, да, или предложение что-то какое-то сомнительное. То есть продумайте, что вы можете за это, как вам может прилететь, да, или может быть это было уже в вашем... Знаете, как будто будут такие ситуации, которые уже были в вашем опыте раньше. Вот, поэтому вас проверяют, и вы как бы на грабли не наступаете, на те же самые. Вот, будьте аккуратнее, делайте все, что вы делаете, основываясь на том опыте жизненном, который у вас и так уже большой. И не делайте ошибок. Что не нужно делать?
Здесь как будто нужно ограничить с людьми, которые будут к вам приходить. Им что-то от вас будет надо. Кстати, вот, видите, то есть огородитесь от тех людей, которые будут к вам приходить и что-то от вас просить, что-то им надо от вас. Скажите, приходите через недельку, у меня сейчас столько дел, мне надо свое разгрести, у меня вообще даже думать не могу о другом, потому что у меня свои дела. То есть старайтесь не поддаваться другим людям, влиянию, там, семья, родственники, это могут быть друзья, близкие, да, кто-то придет, кто-то там старые знакомые, то есть не поддавайтесь. На недельку попросите подумать, переждать, может у них там все решится. Давайте посмотрим донаты. Сейчас у нас Ольга и Аннет. Что хорошего ждет в августе? Ольга, сначала у вас тут донатик у меня вышел. Так, а в какой сфере? Так, в какой сфере посмотрим? В какой сфере же вас ждет что-то хорошее? В сфере любви, в сфере развлечений, в сфере общения. Вот что-то такое хорошее у вас в августе. Так, еще поконкретнее, что именно? Ой, вы будете блистать, не знаю, в августе. Ольга, я не знаю, есть ли у вас мужчина, да? Но в августе вы можете встретиться, познакомиться. Вы можете, не знаю, то есть вы будете привлекать мужчин, которые знают толк в женщинах. В августе у вас будет такая харизма, вы будете активные. Столько в голове крутится. Очень притягательны для мужчин вы будете. Очень притягательны для мужчин. И внешне, и ваша энергетика будет притягательной. И в августе, смотрите, вокруг вас будут крутиться мужчины, которые знают толк в женщинах, которые знают, как можно наслаждаться, как можно доставлять удовольствие, с которыми можно будет поговорить хорошо, знаете, по душам, которые, вот знаете, вот располагают. Добрые, добряки такие, душа нараспашку. Могут выслушать, не те, которые только говорят, могут выслушать вас. Вот. Могут сделать вам приятно, если вы что-то там вам нужно, да, он это заметит, он это сделает, ну, как бы поможет, что-то там предложит. Вы будете привлекать мужчин. В общем, в любви у вас тут будет. Любовью вас накроет, да, внимание мужчин. Может вернуться тот мужчина, которого вы раньше знали, и вот... Ах, закрывает мне, закрывает, не показывает, не говори, говорит, не говори. Кто-то может вернуться из прошлого, какой-то мужчина из прошлого может прийти, так, и предложить вам начать заново отношения. Ну, блин, тут, конечно, давай жить вместе, а давай там вот... Давай поженимся, переедем в другую страну, начнем все заново. А вы как будто уже это было. Начинать новое вы не хотите. Вы скажете, я не хочу, опять же, вляпываться в это все. Вы скажете нет. То есть может появиться какой-то мужчина из прошлого, который предложит вам быть вместе. И жить там вместе, все. Но вы скажете нет. Как была, знаю, не хочу. Хватит. Ну, может предложить все заново, а вы будете сомневаться. Вы будете думать и сомневаться, скажете, ну нафиг мне это надо. Ну, знаете, как будто вам нужно будет завершить вот эти вот дела со старым, а потом вы уже сможете пойти в новое. Потому что будет ли еще новый мужчина, здесь говорят, пока ты не завершишь с вот этим вот, который придет из прошлого, потому что из прошлого какой-то мужчина придет как будто для проверки, чтобы вы дали вселенной понять, нужен он вам или нет. То есть он как бы придет, он захочет с вами отношений стабильных каких-то, я просто не знаю. Вот много вопросов уточняющих у меня. Ну ладно, говорю так, как вот есть. Вот, то есть вы будете отстаивать свою свободу и скажете нет. То есть вы должны завершить с ним отношения, вы должны дать понять, что вы не хотите с ним, да. То есть вы реально, если не хотите с ним, или вы хотите зайти в эти отношения и как бы дальше проиграть опять это все, или нет, да. Новый мужчина придет только когда вы с этим закончите отношения.
И тут приходит, вот он сразу показывает новый, сразу показывает, какой мужчина. Приходит стабильный мужчина, хороший, который знает, как зарабатывать, который любит прикосновения, который любит вкусно покушать. Но в то же время он занимается спортом, он следит за собой, плотного телосложения. Вам понравится. То есть вот такой вот. Вы будете разбираться с мужчинами, короче. Придет новый мужчина, и у вас тут начнется романтика, свидание. Так, а это кто? Ну вот тут смотрите, здесь с какой-то мужчина еще. То есть, слушайте, у вас еще какие-то мужчины, еще какой-то мужчина, который вам встретится, с которым вы сразу скажете нет, какой-то неожиданно. У вас вообще будет наплыв мужчин в августе, я не знаю, у вас такая энергетика будет. Вы активная, привлекательная, энергичная, такая внешне очень классная, хохотушка, такая вот, знаете, деятельная. У вас будут мужчины, вы будете нравиться мужчинам, будут много разных мужчин. И, как я поняла, несколько, потому что опять выходит такой король, такой король. Но с этим вы сразу, этот какой-то будет жестковат, холодный, видимо, сразу скажет, как ему надо. Типа, я тут главный буду так, а вы так сразу нет. Извини, но нет. Да, скажет, мы уже взрослые, давай детей, будем вместе и все. А вы такая, чего это? Чего это было? А где романтика? Что это такое было? Вы скажете, нет. Такое даже будет, представляете? То есть, как мы взрослые, давай сразу детей жить вместе, все дела. Вот такая, что-то тут. Да, не надо мне этого, да. То есть, блин, у вас как будто внимание мужчин. Так что обращайте на себя внимание. Заботьтесь о себе, делайте, что вы хотите, будьте, то есть, активны, занимайте активную позицию, общайтесь, ну, как вы обычно там, не знаю, живите, да, и вот замечайте, что вы будете нравиться мужчинам. В августе у вас на любовный фронт у вас вот изменения какие-то, все события на любовном фронте будут, эмоциональные такие все, вот. Что еще? Ну, здесь, смотрите, здесь опять же вы будете выглядеть в глазах мужчин, да, в других, то есть как вот свободная, независимая женщина, о которой вот они мечтают. Вот хотел бы, вот, чтобы рядом со мной была такая. Вот опять же все про это. Кто-то тут будет хотеть детей от вас, да. Опять же, детей. Ну, то есть, смотрите, тут разные будут мужчины. Вот я говорю, это опять показывает то, что будет такой, который захочет, чтобы вы были с ним, ребенок, семья, чтобы вы никуда не ушли, и вы его наполняли. Какой-то такой вот. Много разных мужчин, так что будете выбирать, общаться, смотрите. На любовном фронте у вас все события эмоциональные такие. Закрывает мне, я тут вопрос задаю, закрывает мне, не показывает. То есть вам еще рано знать, там какой-то человек будет по судьбе, но вы его поймете, потому что вы готовы будете даже к нему переехать. Как будто, но не показывает мне, какой-то человек вам по судьбе будет, с которым серьезно вы захотите строить отношения. Короче, вот. Не показывает там сильно, но чуть-чуть посмотрели. Давайте, Ольга, для вас посмотрим подсказку. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Вот. Донатила Дарина, да? Так, сейчас у нас Аннет. Спасибо, Ольга. Сейчас у нас Аннет. Сейчас обновится, обновляйся. Аннет узнала понятно, про работу хотела спросить. Ну, то, что он привлекает других женщин, вот как бы вот такой он харизматичный. Хочется, ну правильно вам хочется, это понятно.
чтобы у вас не было сомнений, чтобы у вас было приятно. Внимание нужно. Когда на расстоянии, внимание нужно еще больше, мне кажется. Хотя даже когда рядом. Не знаю, ну, чем больше внимания, тем лучше. Внимания много не бывает. Сейчас посмотрим на это. Что он хотел бы приятного вам сейчас сказать? Для Аннет. Или сделать? Он ждет какую-то новость по работе, которую он бы вам мог сказать. Какая-то новость. Он хотел бы вас обрадовать, вот хотел бы вас порадовать какой-то новостью. Вот он этого ждет. Вот какая-то новость, чтобы обрадовать вас. Вы видите, он в ожидании и ждет вот это, чтобы он вам мог сказать приятные известия. Ну так. Что он готов сделать ради вас? Он готов сделать все, что угодно, подстроиться под любую ситуацию. Мог бы льстить мог бы людям, даже если он не хочет этого делать, он мог бы льстить, чтобы понравиться человеку. То есть он бы мог что-то сделать такое ради вас, что вот, чтобы получилось все, да. Даже смог бы подстроиться под человека, который бы ему неприятен, который, например, этот человек, может быть, такие люди, которые подставляют, обманывают, да, на работе, говорят неправду, интриги плетут. Он даже готов ради вас построиться и работать с этим человеком. То есть как бы держаться вроде и дистанцию, и аккуратно, но все-таки рискнуть и работать. Проявлять гибкость он готов. Даже если идет вопреки вот этому внутреннему, он будет гибкость проявлять. Он держись, все получится, мы сделаем все правильно. Совершенствоваться в работе он готов. Даже если, знаете, он готов работать даже на той работе, где его не ценят. Где не ценят его заслуги. Вот он там пашет, работает, так, к нему так, знаете, ну, не ценят его. Это же очень бьет по самолюбию, это очень тяжело. Когда ты пашешь там, не знаю, за всех, да, а вот тебя там не ценят. Вот. Он, тем более для мужчины. Для женщины-то это болезненно, а для мужчины вот он даже готов ради вас работать там, где его не ценят. Пахать и пахать. Так что тут серьезно прям. Вот. Что бы он хотел вам приятного такого сказать? Ну вот что бы он хотел вам сказать? Ой, что он готов многим пожертвовать, чтобы все получилось у вас, чтобы идти вместе вперед, в будущее вместе. Видите, он готов много. Вот эта вот карта, вот, которая это жертва, то есть он готов многим пожертвовать временем, деньгами, здоровьем, чем угодно. Ну, то есть чем угодно готов пожертвовать собой, там, да, вот будет стараться чем угодно, лишь бы только вы вместе шли дальше, могли переехать, могли встретиться, могли быть вместе, могли идти, лишь бы только у вас было будущее, понимаете? Вот он это хочет сказать, то что я готов сделать все, что угодно, говорит, все, что угодно, пожертвовать всем, чем угодно, лишь бы мы же были вместе, лишь бы мы шли вперед вместе, лишь бы вот у вас получилось то, что вы хотите. Он говорит, две карты сразу выпало, смотрите. Он говорит, что очень сильно любит вас. Что он любит вас с головы до пяток. Что вы понимаете друг друга и дополняете друг друга. У вас полное взаимопонимание. Вы чувствуете друг друга на расстоянии. Он вас очень сильно любит, очень. Хотел бы от вас детей. Хотел бы наслаждаться вместе вот этим временем, когда вы вместе. Ему, даже когда вы вместе, ему не хватает этого времени, чтобы быть с вами. Вот ему бесконечно хотел бы быть с вами. Окунуться вот с головой в любовь и любить вас всегда. Всегда быть вместе, никогда не расставаться. Видите?
Здесь вот так вот. Он наполнен любовью. Хотел бы сказать, что он вас очень-очень сильно любит. Что вы его вторая половинка, что вы его поддержка, вы его опора, вы понимаете. Он вас очень любит всю вот такая, какая вы есть. С вашим характером, с вашей внешностью, с вашими чувствами, с вашими эмоциями. Ему без вас очень тяжело. Хотел бы быть всегда вместе. Вот. Но он бы хотел, смотрите, что он еще говорит. Он говорит, что готов бороться со всем миром ради вас, видите? Даже если его будут соблазнять чем-то таким нехорошим, он не пойдет. Он будет отстаивать свою позицию, чтобы ни в коем случае ничего плохого не сделать, такого, чтобы разбило ваше будущее, да? Никаких сомнительных сделок. Ничего такого, то, что, мол, давай мы тебя сделаем директором, да, но ты там подпишешь какие-то документы, никаких сомнительных сделок, никаких сомнительных предложений. Если его даже кто-то что-то будет предлагать, соблазнять, неважно, по работе, не по работе, он будет отказываться, он будет отстаивать свои позиции. Он говорит, что вот наше, как бы мое, это мое. Вот он не будет соглашаться ни на что, то есть со своего пути он не свернет. Вот. Если он будет меньше зарабатывать, а смотрите, его это расстроит, видите? Он должен чувствовать, что он может все. Здесь как бы его самооценка. Он должен суметь в своих глазах, ваших тем более, да, вот дать вам то, что вы хотите. Он не может сказать вам, что я там этого не могу или у нас там что-то не получится. Для него это будет очень тяжело, если он вам что-то не сможет дать. То есть он лучше выложится по полной, чтобы вы получили, знаете, максимальное такое вот, не знаю. Он хочет дать вам по максимуму. Здесь нет такого, что он меньше зарабатывает. Он думает, что пока я могу, я буду. Свечка потухла. Но она закончилась уже. Сейчас следующая зажгем. Для него очень важно вот этот момент заработка. Для него очень важен не только момент заработка, а то, что он может вам дать, обеспечить, и то, что для него важно, чтобы вы могли на него положиться, быть надежным, то есть как настоящий мужчина. Это для него важно. Поэтому он старается, он борется. Вот. Крош, здравствуйте. Крош, вопрос можно задавать, если вы пройдете по ссылке, оплатите вопрос там, тогда можно задавать вопрос. Вот. Ну, здесь любовь, здесь вам помогает Анет любовь, видите? Вот. И ему помогает, и вам помогает. Здесь как бы говорите больше о любви, о своих чувствах, поддерживайте друг друга. Это вот очень помогает. Вот и ему, и вам наполняет вас. Чтобы он еще хотел приятно сказать, но что он жаждет встречи с вами, что он очень-очень хотел бы приехать, что он очень-очень хотел бы вас обнять в охапку, неожиданно приехать вот сюрпризом. Вам было бы классно, я уже смотрела, да, вам было бы классно к нему прям поехать. Это может быть нереально, конечно, да, но это было бы круто, но... Слушайте, ну тут выпадают две карты, смотрите, то есть муж и жена, да, и маленький ребенок, тут как бы полная семья. Вот, у вас тут начало нового, тут и возможное рождение ребенка, и начало нового, семья. То есть здесь официальные отношения. Когда вы понимаете друг друга, когда вы созданы просто для друга, у вас, знаете, как будто время тянется, а вам надо сейчас быть вместе. Потому что вот когда вы вместе, нету никаких преград, вы все решите, вы все придумаете, вы все сделаете, вы найдете выход из положения. Потому что вы живете здесь и сейчас, вам надо как можно быстрее вот это все быть вместе, наслаждаться. Время быстро очень проходит. Поэтому тут, не знаю.
Было бы здорово. Если бы я могла, да, вот так вот всем помочь, там, давай там, вот так и так, раз там, люди переехали, люди вместе, там, ну, блин, вообще было бы круто, но я не знаю, как это сделать. Вам не хватает просто друг друга, понимаете, и вот эти трудности, вам бы лучше быть вместе и обнять друг друга, да, просто бывает вместе обнять, полежать, там, посидеть, там, даже стоя там обнять, не знаю, просто это поддержка, даже молча, без, не важно, что происходит, хорошо у вас, плохо, просто вот эти вот объятия вас наполняют, поддерживают и дают вам силу, и как-то спокойствие, стабильность внутреннюю, как-то вот так вот вам бы, вот это вот здорово. Как будто, не знаю, вам нужно строить семью уже сейчас. Поищите какие-то возможности, может быть, что-то можно придумать. Но расстояние, конечно, очень тяжело, обоим тяжело. Не, ну он работает, вы тут свободная, тоже вас могут увести, как ревность есть, как бы. Ну, вас-то не уведут, у вас тут все вместе будет, но медленно, да. Так, подсказка для Анет. Проявляйте активность, Анет. Проявляйте активность. Вы не должны быть в одних энергиях. То есть, если он грустит и вы грустите, что это? Нет, нет. У вас болит, вы должны быть более легкие и увести его от этого вопроса в другое. Ну, как вот видеозвонок. Дорогой, я соскучилась. Да. Хочу к тебе. Вот. А так, конечно, здорово было, если бы вы приехали. Было бы круто. А не показывают. Ну ладно. Все, не показывают дальше. Давайте тоже. Вас тоже благодарю. Отправила вам вопросик, Валерия. Хорошо. Сейчас мы смотрим Зарину. У меня Зарина сейчас. У Зарины сейчас донатик вопрос. Потом Валерия будет. Так, давайте. О, сделает ли предложение? Так, загаданный мужчина. Тот, которого вы загадали, да? Нет. Сделает ли этот мужчина вам загаданное предложение? Нет. Нет. Знаете, как будто у вас отношения закончатся. Я не знаю почему, но как будто это не то, что вам надо. Как будто это не то, что хочет ваше сердце. Вот, как будто это не то, что хочет ваше сердце. Этот мужчина как будто... А зачем тогда он вам? Для того, чтобы двигаться дальше. И он замануха такая, он по дьяволу вам. Смотрите, он вам по дьяволу. Он соблазнитель, искуситель. Может вам предлагать то, что вы хотите. С ним вы можете встречаться на какое-то время. Да, но потом, видите, смотрите, у вас здесь получается, что он вам дан на какое-то время. Он, конечно, такой залипательный и интересный мужчина, да, который притягивает. Он вам дан на время, с ним вы можете хорошо время провести, да, вот общаться, встречаться, но это на какое-то время, временно. Интим может быть хороший, да, но это на время. Хотя может не очень быть, ну, в общем, смотрите, на время. До определенного времени вы с ним будете встречаться, пока вы не встанете перед выбором. И выбор вы этот не сделаете, то есть не будет в пользу того, что вы вместе. То есть вы можете вместе быть какое-то время, вам будет классно, хорошо, но какое-то время как бы это не серьезные отношения, потому что вы поймете, что это не то, что хочет ваше сердце, просто не то. Или какую-то информацию можете узнать, или понять, что просто это не тот мужчина. Он не может вам дать то, что вам нужно просто. У вас будет новый мужчина, видите, вы пойдете в новое, пойдете в новое.
Что это какой? Вы боитесь доверять мужчинам, потому что, ну, по опыту им не надо доверять, да. Ой, ну тут куча всего. Ой, тут что-то вообще просто. Тут много всего надо смотреть. Еще кто что, кто кого соблазнит. Нет, у вас классные могут быть отношения интимные, и как бы общение может быть классное, да, но это на время, это может. Поэтому тут у вас много, у вас еще много разных событий будет в жизни происходить, много всего. Вам нужно понять, чего вы хотите, как вы хотите жить, каких отношений вы хотите, но это у вас произойдет после общения с разными людьми. То есть общайтесь с этим мужчиной, в принципе, то он вам для чего-то дан же. Он вам дан для того, чтобы вы поняли, чем вы готовы пожертвовать ради своей мечты. Готовы ли вы бороться за свою мечту? То есть он вам все-таки дан не просто так, поэтому пообщайтесь, вы поймете, что вы не хотите и что вы, как вы хотите, как вы не хотите, как вы хотите, что вас наполняет, что вам доставляет удовольствие. У вас будет впереди, когда вы поймете, когда вы перестанете вот это вот расстраиваться, да, и когда вы поймете, что вам как бы мужчина как-то такого-то и не нужен, но он вроде как нужен, но вы можете и без него, все классно, чтобы у вас было, да, у вас будет выбор, у вас будет двое мужчин, видите, вот здесь карта еще выбора, вы будете решать, какого мужчину выбрать. После этого мужчины у вас будут еще двое мужчин, так что вообще не переживайте насчет этого мужского внимания. Но они придут тогда, когда вы поймете, что вы можете общаться свободно без мужчин. Общаться с людьми, наполняться. Как будто когда они увидят вас, знаете, независимую, свободную женщину, которой классно было бы строить отношения. Которая, не знаю, умница, красавица, все умеет. И как будто вам никто и не нужен. Их это заинтригует. Как так? Как так ей не нужен никто? Как это она так не реагирует на мужчин тогда? Вот как-то вот спокойно она реагирует. Будет двое мужчин вас добиваться после этого мужчины. Вот этот мужчина как бы тоже нужен, он даст вам понять там определенные вещи, поймете. Вот. А может ли этот мужчина, может ли с этим мужчиной перерасти в... Нет, этот мужчина для опыта. Этот мужчина все-таки здесь не могут отношения перерасти в стабильные. Видите, он для опыта, для того, чтобы вы поняли, какого мужчину вы хотите, вы потом расстаетесь. Но пока все нормально. Да? Пока вам классно, пока вы ощущаете себя с ним там хорошо, на подъеме. Прям вот очень классные энергии. Он вас вдохновляет, он вам как-то дает движение, стимул что-то делать, быть красивой, быть, не знаю, соблазнительной. Вот это все красиво одеваться, заботиться о себе, то есть обращать внимание на себя. Поэтому тут тоже плюс, что вы с ним общаетесь, он вам дан не просто так. Ну а дальше, говорю, будет выбор у вас, видите, серьезные отношения будет у вас мужчина для жизни, муж для серьезных отношений, да, тут любовь, видите, будет. Что это за мужчина? Он может приехать откуда-то, может быть, есть много вариантов, он может приехать с другой стороны, у него может быть просто автомобиль, да, или он может разъезжать по командировкам, но он в любом случае деятельный, активный, энергичный, какой-то такой, постоянно в движении. Возможно, любит что-то такое активное, активный отдых, что-то такое, вот куда-то поехать на этих машинах по пустыне, да, как это называется. В общем, такое вот. Какой-то умный мужчина. А пока раскрывайте свою женственность, будьте собой, будьте любой, будьте разные, позволяйте себе все, что хотите. Вот, здесь вам, вы можете здесь все. Вот в этих отношениях, в которых вы сейчас,
Как бы эти отношения вам даны, чтобы вы тут делаете все, что хотите. Здесь как бы нет ограничений. Разрешайте себе все. Смотрите, как вам нравится, какой вы хотите быть. Тут не надо подстраиваться, тут просто быть собой. Тут будет так, как вы захотите. Как-то тут вот вам дали для романтики, для наполнения, да, вот для того, чтобы вы могли кайфануть. Да. Ну вот для серьезных это не серьезные отношения. Видите, это легкий как бы флирт, как легкий. Вот такое вот общение, которое наполняет, которое классное ощущение дает. Ну вот как на время такой вот мужчина. Нет, от него ничего плохого не ждите. Может, к пенсии будет? Да, не знаю. У меня тоже уже там, знаете, должен был быть лет 5 или 7 назад, я уж не помню. До сих пор едет на своем коне, скачет, да, на своей машине, блин, или где он там. Так что я тоже уже не запариваюсь. Тоже мне обещали, так сказать. И сама я тоже смотрела. Вот, где. Видимо, ну, в общем, что-то надо достигнуть, я не знаю. Ну, вернее, я знаю что, но я не знаю как. Не получается. Пока я вот этого не достигну, блин, так и будет. То есть на мне тоже затык есть. Как бы, ну, в общем, ладно. Вот, не знаю. Что вам как можно быстрее, чтобы серьезный мужчина к вам пришел. Куда-то поехать надо, да нет. Наслаждаться. В общем, учитесь наслаждаться жизнью. Не знаю, тут мне показывают. Учитесь наслаждаться пока что. Вы можете, кстати, мужчинам честно говорить, что вы хотите, как вы представляете будущую жизнь, что вы вообще от них ждете. То есть не от них, а вообще, я там, например, жду от тебя этого. Нет, ты должен быть таким, так не говорите. Говорите в общем, как будто как вы представляете свою семью. То, что вот я вот представляю там, что вот у меня такой-то дом, да, например, такой-то муж, я бы хотела вот так и так. То есть вот. Это может быть не он, а это может быть как бы зато вы точно знаете, вы можете вот об этом говорить, человек поймет. Кстати, я тоже одному так говорила, он понял, что это не он такой, видимо, это не я. Да. Не, ну зато сразу все по-честному, кто, что и как. Кто как видит. Потому что кто-то видит серьезные отношения, а кто-то видит несерьезные отношения, да, и как бы вот и смысл тогда. Зато по-честному, зато время не тратить. Ну вот, как бы. Потому что, ну вот, в общем так. Давайте подсказку посмотрим для Зарины. Для Зарины подсказку. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. В общем, надо научиться наслаждаться. Знаете, когда мы ждем даже где-то там что-то там, то это как-то оттягивается. А когда мы перестаем об этом думать, это может произойти. Я тоже должна перестать ждать. Должна перестать ждать. А как же в голове? Оно все равно как-то ждется. Как-то я не жду, но как-то вот думаю, а вдруг? Не знаю, что это. Спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Давайте Валерию посмотрим. Что вас ожидает в личной жизни до конца 2024 года? Валерия, что ожидает в личной жизни? Так, ну в июле пока никаких семейных отношений, знакомства нету. Сентябрь. Слушайте, так, а вообще до конца? Тут как будто какой-то вопрос будет решаться. Так, сейчас посмотрим.
М? Это мужчина или нет? Нет. Что-то здесь нет серьезных таких отношений, прям нету. Но знаете, здесь что? Здесь какой-то вопрос решится в июле семейный. В августе на какую-то вечеринку можете не попасть, может оборваться, что-то не получится. В сентябре какое-то будет соблазнительное, кстати, в сентябре предложение того, чего вы хотите, о вашем желании. Но вы не возьмете это предложение, потому что это будет очень соблазнительно, там какие-то будут подвохи. Вот в октябре вы будете ждать денег и получите. Каких денег вы будете ждать? Подумайте, в октябре какие-то деньги к вам придут. И именно вот вы их ждали, и они придут. Зарина, благодарю, да, вас тоже. В ноябре какие-то известия по работе, может быть, в ваш коллектив придет новый человек, или что-то вы будете хотеть, желать. Тут закрыто пока еще, да. Вы еще можете в ноябре узнать какую-то информацию по работе, какую вы сейчас еще не знаете. Зачем она вам? Чтобы двигаться по работе быстрее. Что это значит? Что-то хорошее будет, какая-то информация по работе. Что-то хорошее. Как будто человек в команду хороший придет. Новенький прийти может в ноябре. Вот знаете, в декабре, я думала, что здесь может все-таки кто-то появиться, потому что декабрь вот так вот получилось, да, в личной жизни. Но здесь как будто вы просто, здесь нету человека, потому что здесь выпала другая карта, я думала, здесь кто-то новенький. Нет, вы можете в декабре поехать просто к своим родственникам, Новый год, наверное, отметить, не знаю, какая-то поездка или с родственниками, или к родственникам куда-то, или они могут к вам приехать. Родня. Но здесь нет человека, здесь нет нового человека. Здесь нет личной жизни, как будто пока что. Здесь есть семья, родственники, взаимодействие с ними, да. Здесь есть работа. Здесь есть желание добиться своей какой-то цели, своего желания. Но то, что вам будут предлагать, вот по вашей мечте, по вашему желанию, это не то, что вам нужно, вы это поймете, и вы это не возьмете, потому что там слишком нечисто как-то все, нечисто. Вы это поймете. Как будто у вас в личной жизни, смотрите, разочарование, как будто никого нету, нету и нету. И то, что вот те, кто рядом с вами, то, что вам предлагают, это не ваше. Они вас разочаровывают, и как будто нет, это не ваше. Они вам не по сердцу, они вам никак душа не лежит. Нет никого рядом, с кем хотелось бы построить отношения. Нету никого. Да, поэтому у вас сомнение, что даже может как бы и не встретите, да, как бы страх может быть такой, что где, как его найти вообще, когда уже счастье это будет, видите? Вам нужно перестать бояться, что этого не случится. У вас тут много чего еще будет происходить. Здесь вам помогут начать новый этап, новый период в жизни, да, что-то, знаете, уйдет безденежье, потом вы можете куда-то переехать, поехать, хоть это и будет тяжело, кстати. Вы примете решение куда-то поехать, возможно. Вот когда вы куда-то поедете, здесь, видите, здесь много чего будет происходить, но когда вот это вот безденежье закончится, вы поедете в какую-то поездку или пойдете учиться. Возможно, я тут уточнила, да, тут вот будет тяжело поехать туда. Но вы все равно поедете, потому что это будет для души, вы этого будете хотеть, вы этого будете очень желать и будете хотеть. И вот там как раз вот эти вот карты выпадают, смотрите. И там вы встречаете мужчину, который сделает вашу жизнь лучше, который, видите, как ваша пара, ваш партнер выпадает. То есть здесь вам очень много надо пройти, видите, здесь много всего.
Но там уже мужчина вообще есть в будущем в вашей жизни, но почему-то не в этом году. В 2024 как будто нет возможности даже еще, потому что вы не действуете. В 2025 здесь вот вы тоже как будто закрываетесь. Вы как будто закрыты от него, понимаете? И в 24 и 25, видите, вам нужно открыться, вам нужно выйти откуда-то, вы закрыты. Он вас не может увидеть. Или вы локациями не очень далеко, не пересекаетесь. А так очень хорошие отношения могут быть. Вы можете в них развиваться. Мысли крутятся в голове, да, вот именно, я тоже думаю, ну тяжело эти мысли, даже если какое-то время не думаешь, все равно опять эти мысли возвращаются, где-то это проскальзывают, поэтому да, это тяжело. Вы много чего будете еще решать. Знаете, вам нужно как будто, вам нужно поменять свое представление о семейном благополучии, а вот как должно быть, видите, семья, как она должна быть. То есть вам нужно уйти от этого, видите, у вас какое-то представление. Может быть, вы думаете, что он должен больше вкладываться, или что она должна там обязательно родить. Здесь как будто, знаете, здесь люди, они, получается, ради другого. Может быть, вам не нужно чем-то жертвовать, наоборот, или нужно чем-то жертвовать. Тут надо уйти от каких-то представлений, как должно быть, и ждать этого от человека, да? Да, тут как будто должны разрушиться те мысли, которые вот сейчас. Вам не нужно думать, что нужно чем-то жертвовать ради кого-то. Здесь нужно быть честной самой собой, как вы хотите, чтобы было. И, скорее всего, не нужно жертвовать. Не. Здесь он должен бороться, видите? Здесь нужно посмотреть по-другому. Здесь мужчина должен бороться за стабильность, за семью, за вас. Здесь не вы должны подстраиваться под него, а он должен предлагать вам светлое будущее. Да, видите, в будущее идти. А вы должны просто умеете подстраиваться. Не то, что должны. Вам так будет комфортнее, и ему будет комфортнее. Когда он занимает мужскую позицию, он борется. В вашей ситуации так. А вы занимаете женскую позицию. Вы как бы он голова, а вы шея. Вы тоже не просто так. Вы шея, но вы знаете, как найти подход, когда у него такое настроение, такое настроение. Как там вот, то есть мягкая быть, мягкость должна быть, вы должна быть мягкая, и стойкая в то же время, как-то с внутренним стержнем, сильная, но мягкая. Вот направлять его мягко. А он должен решать все проблемы, заботы, бороться за вас. Здесь как-то вот такая должна быть семья. Вот в этом. То есть у вас немножко другое, то, что вы там должны жертвовать ради него чем-то, да, как-то может быть. Некоторые там думают, что вот будут дети, все наладится. Нет, это не поможет. Дети никогда не держат семью. И это не то совсем. Здесь другое, здесь по-другому должно быть. Здесь он должен, как знаете, ему важно, вот в вашей семье будет важно ему проявляться, как он, как мужчина, чтобы была возможность у него проявиться, потому что это у него внутри, что вы позволяли ему проявляться как мужчина. В то же время он с вами нежный и ласковый может быть, когда это нужно в определенный момент. Как-то вот так вот. Вот. Которых вы все делали, да. Вот вам не нужно это, не нужно проявлять жертвенность в отношениях. Вы поймете это со временем. Вы научитесь фокус на себя переводить, вы поймете, чего вы хотите. Вы здесь, знаете, заработаете деньги, вы будете ждать в октябре, скорее всего, придут деньги, в декабре поедете там друзей поздравлять, родственников в семье, подарки дарить, да. Но вот смотрите, вы спланируете какой-то отдых, возможно, не в этом году, но вы будете по плану какой-то отдых, вы куда-то поедете. Что-то для души у вас будет поездка. Научитесь делать что-то для себя. Перестанете уступать другим, да, вот в ущерб себе. Вот это вот вам надо перестать делать. Вот чтобы быстрее его встретить, вот это надо перестать идти на уступки к другим, когда вам что-то там просят, а вам надо в ущерб себе. Не делайте в ущерб себе никогда. Ну, старайтесь, по крайней мере, пытайтесь.
Научитесь этому, может быть, постепенно, потихонечку будет получаться. Вот. Ой, когда вы его встретите, вы сразу влюбитесь, смотрите. Вас накроет любовью, и вы поймете, что это он. Да, это он. А он вас увидит, знаете, такую, что наконец-то я встретил ту, которая никогда не разобьет мне сердце, кому я могу доверять. Здесь как будто вы честно будете, честно говорить о своих чувствах, о том, что вы хотите, у вас не будет секретов друг от друга. Не будет так, что, дорогая, какой кофе ты любишь? Ну, какой купишь, такой, типа, я выпью. Нифига! Какой кофе ты любишь? Я там люблю такой-то, 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 такой-то. Все, такой будет тебе. То здесь не будет такого подстраивания. Я люблю такое, значит такое, все. Я вот это вот тут я лук не ем, хорошо, дорогая, не будет. Будем заказывать тебе без лука в ресторане. Ну это что такое? Сразу четко вы будете друг другу говорить, вы не будете подстраиваться. Вот это вот и хорошо. Надо к этому прийти. Как можно быстрее, тогда быстрее это случится. Ваша встреча. Куда-то поедете в поездке. Давайте посмотрим подсказку. Вы не расстраивайтесь, вы, главное, постепенно меняйтесь ради себя самой, ради своего будущего, да. Прислушивайтесь к себе, и все потихоньку само придет. Вот. Так. Подсказка для вас, Валерия. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее, отпустите ее, отпустите ее. Поездка. Да, опять же, поездка, вы при деньгах мужчина. 3 карты я посмотрела, 3 карты выпало так. В поездке будет встреча с мужчиной. Как раз занимаюсь работой над собой, своим заработком. Да, давайте занимайтесь заработком, потому что в октябре вас ждет прибыль. То, что вот вы сейчас вкладываетесь, там будет у вас как раз, как сказать-то, то, что вы заслужили, вот как раз таки придет к вам. Поэтому старайтесь, поедете куда-нибудь отдыхать, потом выберите что-нибудь классное. Спасибо вам тоже огромное за ваш вопросик. Сейчас давайте посмотрим по донатам. По донатам ответила. Давайте теперь посмотрим в чате подсказки. Так, Крош убежал. Кроши нету. Ольга Доброва. А все, я всем все ответила. Я всем все ответила. И общие раскладики сделала. Так что давайте тогда будем заканчивать эфирчик. В общем, на наших эфирах подсказки у нас бесплатные, да, а вопросы у нас платные. По ссылке там донатик можно пройти задать. Но у нас эфирчик по субботам. Кто еще не подписан, там подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Тогда сразу, когда эфир начнется, к вам придет уведомление. Потому что в разное время начинается. Я сегодня уснула, вот, поэтому налила себе кофе, думаю, немножко взбодриться. Вот. Не очень помогает, но чуть-чуть помогает все равно. Желаю вам классной недели. Спасибо всем, кто пришел на эфирчик. Желаю, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Всех вас обнимаю, всех вас целую. Увидимся с вами в следующую субботу, 21:30 по московскому времени. Если ничего не изменится, если что-то изменится, то кто нажал на колокольчик, те будут в курсе. Все, буду заканчивать эфир. Сейчас буду искать кнопку, куда жать. Все, пока.